Продолжаем знакомить вас с новостями. Вот, кстати, недавно тут задумался о том, как американец может быть представлять в своих глазах Россию. Да не только американец, на самом деле, любой иностранец. Но, в частности, наш следующий герой, 29-летний Мигель Фрэнсис, Из Америки, да? Он родился в Бруклине. Его отец американец, а мама русская мигрантка. Ну, когда рухнули башни-близнецы, ему было 16 лет. Тогда уже Мигель был поражен, как по-разному СМИ освещали это событие. Позже, уже став журналистом, он понял, что медиа сознательно формирует мнение людей. Он стал искать ответ на вопрос, почему человек верит в той или иной информации. В 2010 году Мигель приехал в Россию, чтобы побольше узнать о своей второй родине, поселился в Гальяново. Но, о ужас, прочел в Вашингтон-Пост статью о том, что живет в самом практически опасном месте на планете. Гальяново. Земля наркотиков, русской мафии, водки, ну и в том же духе. Одно из самых опасных мест. Я здесь без телохранителей, без средств самозащиты. Я бесстрашный американец. Сделаю селфи с моим американским паспортом. Вот он я, Калифорния, я тут. Так на свет появился фильм «Гальяново», практически самый опасный район мира. Его автор Мигель Сантьяго сегодня гость нашей студии. Мигель, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Итак, этот фильм набрал, ну, действительно, во-первых, он сатирического жанра, как мы уже успели выяснить, да, за кадром, да, и набрал действительно рекордное количество просмотров на видеохостинге YouTube. Что касается самого этого фильма, вы придумывали конкретно сам сценарий уже к ним? Или некоторые, все, что происходило, в момент, вот именно в тот самый момент это происходило тогда, когда вы находились в этом районе? Или это было продумано уже? Давайте для начала посмотрим, чтобы было что обсудить. Конечно. Whoa, this is Гальяново. Это Гальяново. Это же просто как... Whoa! Парень, ты живой? What? Давай, поднимайся, давай. Oh, man. Давай. Oh, man. Что? Ребята, вы будете меня бить? Вы русская мафия? Старичок, мы воркаутом занимаемся. Oh, wow. Воркаут. Ага. Окей. Подтягивай. Но это не случайная сцена. Ну, это сатирическая, это такая пародийная на вот эти вот Абсолютно. Нет, какие-то установки. сцены были постановочные, какие-то были спонтанные. И голуби, вот например, на заборе гальяновские. Да, конечно. Нет, все было натурально. Много было, конечно, нет. Много было натурально, естественно, но поскольку это изначальная цель этого фильма для меня лично, да, это было развенчивание мифа, да, потому что третий самый опасный район в мире, как он был назван, Huffington Post, это и Вашингтон, ну, там многие, собственно, публикации западного СМИ так говорили о нем, ну, для меня это было обидно, потому что я непосредственно отношусь к этому району, потому что я там жил в детстве какое-то время, сейчас я там не живу, но тем не менее, и для меня это просто было обидно, что вот такая вот неправда, да, и мне захотелось это в сатиристическом таком мотиве, да, как такой typical Joe, как бы, да, типичный американский Joe, такого персонажа сделать, да, и поскольку я закончил киношколу, у меня есть небольшое актерское образование, да, я решил с таким вот ютубным роликом дать людям посмотреть на Гальяново другими глазами, потому что, как бы, что это мир наркотиков, там, проституции и так далее. Ну, это, знаете, это... Может быть, не тот район выбрали. У нас еще много районов в Москве, Я жил в Бруклине и в Нью-Йорке. Бутово. Хотя нет, прекрасные районы, безусловно. Я думаю, ничем не хуже, чем Гальяново. Мигель, ну вот я понимаю, россияне, русские люди, они смеются вместе с вами. Но как реагируют американцы на ваше произведение? Поскольку Гальяново, в принципе, поскольку это был ролик, который, я не знаю как, но он именно в русских соцсетях набрал такое огромное количество просмотров, то есть в американских комментах там очень мало. Но есть. Конечно, есть. Что говорят? Люди говорят, ну, это все это постановочно или что-то еще. Но, с другой стороны, люди очень, в отличие, вот, например, от Крыма, фильм, который я сделал уже с более серьезным мотивом, с более серьезным подходом к вопросу. Более документальный. Американцы, в принципе, Гальяново не так сильно интересуются. Кстати, Бруклин, тот район, в котором вы родились... Я бы сказал, что он поопаснее, чем... Он поопаснее? А он был включен в список Вашингтон-Пост? Конечно же, нет. Но вы заканчиваете даже свое произведение Гальянова, и у вас даже песня в конце рэперская Гальяново не звучит. Бруклин, да, это I Diggity, человек, который тоже как-то, скажем так, сравнил для себя по жизни эти два места, вот. Но есть и продолжение, есть Крым, уже фильм более серьезный. Это, я бы не сказал, это два разных совершенно в таком же стиле развенчивание. Да, развенчивание, но совершенно Смысл-то один был.
Ну, совершенно без какого-либо персонажа, да, то есть в «Кальяно» у меня была идея создать какого-то персонажа, и, возможно, я буду дальше с этим персонажем что-то дальше снимать и развенчивать, я не знаю, в сатиристическом ключе, конечно же. А «Крым» — это уже было что-то более серьезное, более важное для меня лично, потому что моя прабабушка крымчанка, и по маминой московской, хотя она родилась в Москве, но у нее есть украинские корни, вот. И для меня это было важно, да, увидев то, что я получал, и мои друзья, и мои знакомые, и родственники, которые в Америке получают про Крым в Америке от СМИ, да, и то, что я вижу здесь. Я понял, что есть две истории к этому месту. Мигель, и я хотел поехать, чтобы лично посмотреть на это. Да, Давайте поэтому... вашими глазами посмотрите, что вы видели. Как поездка? Каково там при российской оккупации? В том-то и дело, что никакой оккупации, кажется, нет. Вооруженных людей я на улице не вижу. Никаких солдат. То есть все это было сделано не под дулом автомата? Да, оружие тут не применяли. По крайней мере, судя по тому, что мне на данный момент удалось узнать. Люди очень рады. В Штатах нам говорят одно, а здесь на месте я вижу совсем другую картину. И что мне делать, дружище? Посоветуй. Изучай, что еще остается? Этим я и собираюсь заняться. Береги себя. Мигель, ну все это понятно, это почему каждый СМИ трактует новости совершенно по-другому. Сейчас идет информационная война. Я рад, что вы это понимаете, многие это не понимают. А вот друг ваш понимает это? Что он сказал на это? Он вам поверил? Ну, как поверил, я ему потом показал все, что я видел, и больше, чем то, что было здесь, потому что Russia Today выступила как исполнительный продюсер, да, я позвонил им понравилась эта идея, они сказали окей. Но они мне дали 26 минут, и, возможно, сейчас мы сделаем версию 52 минуты, где гораздо больше этого общения и так далее, потому что мне в 26 минут нужно было очень многое запихнуть в этот фильм, чтобы важные факты, которые я для себя выявил, пока я там был 2 недели, это то, что, да, очень много именно русской крови было пролито за Крым. Исторически он действительно российский. Гуманитарной проблемы там нету, как мне твердили мои западные СМИ. Оккупации там как таковой нету. Вот. И то есть такие моменты, которые для меня были шоковые достаточно, потому что я, естественно, в этой ситуации с Украиной, я, находясь здесь, как бы работая немножко в другой сфере, нежели чем политической, я как бы, не совсем это все понимал, да, что происходит. Но после Крыма я начал копать глубже. Я видел, что такие внешнеполитические правительственные организации американские, как Council on Foreign Relations, National Endowment for Democracy, они давно информационно спонсируют различные перевороты в различных странах. И в Ливии, и в Сирии, и на Кубе они недавно пытались сделать то же самое. И есть рассекреченные WikiLeaks, если знаете про такую тему, где оказывается, что в 2009 году Пентагон сделал Sock Puppet Software, а это эту возможность управлять несколькими фальшивыми социальными сетями аккаунтов в интернете, чтобы создавать массовую кампанию и формировать публичное мнение. И есть ролик, может быть, вы знаете, I'm Ukrainian, который где-то 8 миллионов хитов, где девочка из Майдана говорит на английском про вот происходящее, это было сделано в феврале еще. Если посмотреть в ссылках, executive producer, то есть проспонсированное это все было, Larry Diamond. А это человек, который состоял на совете членов директоров компании, которую я только что назвал внешнеполитические компании, как National Endowment for Democracy и Council, и USAID. Вот. И это говорит о том, что идет действительно информационная война, очень жесткая, и она идет в сторону России. Потом я начал копать еще глубже. Почему это происходит, да? Почему? Потому что я, увидев тот факт, что когда Саддам Хусейн в 2000 году начал продавать нефть за евро, и что с ним произошло в 2003 году? He was taken out. Да, его убрали американцы под претекстом, что у него есть... оружие. Да, массовое поражение. Okay, not true. Его просто убрали, потому что он пошел против petrodollar, против доллара Гаддафи, динар золотой, то же самое, Африканский союз и так далее, убрали. Путин, Евразийский союз, Брикс Банк, прямое как бы... Сирия и Ирак сегодня. Опровержение petrodollar, да, нефтяному доллару. То же самое. Сразу же массовая демонизация в СМИ, провокация.
и так далее. И все это спонсируется, естественно, теми внешнеполитическими органами, которые я назвал. И мне, как русскому американцу, скажем так, мне очень обидно, потому что я задействован всегда был между этими двумя державами, как человек, как бизнесмен и так далее. И, естественно, меня это касается напрямую, и мне обидно, что люди там едят ту ложь, которую они получают от СМИ, которых контролируют 6 компаний. В Америке контролируют все 6 тысяч СМИ американских. Это CBS, Viacom, Disney, Time Warner, GE и News Corp. И многие американцы сейчас проходят через такой awakening stage. Они прям просыпаются, да, они начинают это понимать, они начинают понимать, что что-то не так, что что-то давно уже не так с нашей страной, потому что Америка такая, какая она сейчас. И я хочу, чтобы все там понимали, кто, может быть, это смотрит, из русскоговорящих американцев, которые, слава богу, мои друзья сейчас в Москве, которые тоже живут здесь. И, кстати, нас много, хочу заметить. Что моя grief, да, моя боль не с американским народом, а она с американскими внешними политиками, которые просто ведут Америку сейчас на Третью мировую войну, откровенно говоря. И это ужасно, потому что наши founding fathers, да, то есть первые президенты Джордж Вашингтон, Джеймс Мэдисон, Томас Джефферсон, они совершенно твердили против этого. Они твердили против неконтролируемого контроля денег, как Federal Reserve. Они твердили против империалистической внешней политики, в отличие от Збигнева Брежински, который был внешполит советником всех последних 4 президентов Америки и ментором Обамы. Мигель, но вы такой вот правдоруб, что называется. Вы разоблачитель. А не боитесь стать на эту вот Нет, я не боюсь. тропинку? Я совершенно... right now I'm exercising my first... я сейчас практикую свое первое право американской конституции под названием freedom of speech. Поэтому я имею полное право, привет американскому посольству, говорить то, что я сейчас говорю. Что касается, Мигель, объективности, кто на сегодняшний день более объективно освещает ситуацию на Украине и в России, в частности? Я хочу сказать, что я не спорю, что есть какая-то пропаганда, естественно, с обоих сторон, но такое количество лжи, которое идет в американских СМИ против России, и я, и многие, и русские иммигранты, и русские американцы, которые родились в Америке, и, в принципе, американцы из моего круга друзей и знакомых, никогда еще не видели. Поэтому, не стало меньше друзей, знакомых после ваших абсолютно стало. И многие потеряли друзей и знакомых. Мои друзья здесь, американские друзья, которые здесь живут, работают. Они разделяют ваши взгляды, кстати? Многие нет. Многие нет. Вы работаете на, кстати, англоговорящей радиостанции Moscow FM, и там есть американцы наверняка. Ну, я не хочу говорить про мою работу, если честно, да, потому что я работаю в нескольких разных структурах СМИ. Ну, как они разделяют все-таки вашу точку зрения или нет? Ну, кто-то разделяет, кто-то нет. Мигель, я просмотрела оба ваших фильма, и в частности в фильме про Крым меня задел момент, когда было русское кладбище, когда вы стояли, вот это панорамирование, ну просто до слез. Ну, на панораме я заплакал, мы просто не смогли это вставить, потому что я действительно заплакал, потому что я видел это количество людей, когда эти лица гасли, и за ними появлялись эти свечи. Я действительно, я не знал этих людей, я не знаю, кто они, откуда, но мне просто стало грустно, что столько людей отдали свои жизни, и на 35-й батарее в Севастополе просто груды тел были у Черного моря, у берегов 35-й батареи, просто груды, потому что люди ничего не могли сделать, их окружили, и те судна, которые прибывали с Черного моря, не успевали всех спасать. И, конечно, в принципе, я был в 7 городах в Крыму за эти 2 недели, которые я был там, и то количество действительно вот именно патриотизма, которого я видел вот в плане русской весны, которую которую люди озвучивают, это удивительно. В Америке мой фильм «Crimea for Dummies», да, он получил другой свет, чем в России, естественно. Меньше просмотров на YouTube и так далее. Репрессии. Это логично. Определенные репрессии YouTube, потому что YouTube это тоже часть Мигель, 6 в любом корпораций. случае хорошо, потому что дискуссия идет. Мы будем ждать от вас новых проектов. Они будут? Конечно. Я хочу продолжить мой статистический персонаж Мигелито из Гальяново, и я бы хотел продолжить какое-то взаимодействие с Russia Today как с платформой для выпусков дальнейших развенчиваний. Будем ждать Спасибо. новых Американский материалов. журналист Мигель Фрэнсис Сантьяго сегодня был в гостях в студии Life News.